Фрэнк Салливан вошел в тихий прохладный коридор приюта не ради фейерверка эмоций, а ради тишины, которую ему дарят глаза животных, ожидающих своего шанса. Шэдоу, немецкая овчарка с обломанным ухом и пустыми, словно вычищенные зеркала глазами, сидел у клетки и не торопил события, привычной для таких мест суетой. Не лаял и не рычал, не пытался прыгнуть на прутья, не просил внимания. Он просто был там, где оказался, как будто принял свое место в мире после бесконечных попыток найти дом. Встреча прошла без слов, без вопросов и без лишних объяснений. Фрэнк подписал документы, в их отношениях не было намерения выяснять причины страданий Шэдоу. Он решил взять на себя весь груз и открыть новую страницу, даже не зная, что принесет эта перемена. И они уехали вместе. Каждый из них будто вздохнул после долгого ожидания конца дороги. В доме Шэдоу прятался в углу, словно стараясь оставить позади каждую вспышку тревоги и каждый резкий звук, которому он мог быть подвержен. Фрэнк не бросался к нему с упреками или требованием дружбы. Он позволял псу самой выбрать ритм жизни, налаживая мосты через шум повседневности медленно и размеренно. Чтобы Шэдоу услышал голос, Фрэнк читает вслух книги, готовит кофе и поет старые мелодии, словно создает вокруг него глухую, но теплую окружность доверия. Только на 5-й день Фрэнк заметил резкую, едва выглядевшую на коже рану на боку, след того, что кого-то когда-то пытались убить, этого пса. Эта находка стала поворотной. Теперь перед ним открывалась новая задача. Не просто приютить животное, но помочь ему пережить травму и поверить, что люди могут быть избранной частью его жизни, а не угрозой. На 7-й день Шэдоу впервые протянул лапу и коснулся руки Фрэнка. Это был не просто жест, а дверь в доверие, которую пес открыл собственной смелостью. Дом начал оживать. Шэдоу стал выходить на прогулки, перестал прятаться от громких звуков и неожиданности города, позволял себе испытать радость движения и запахов улиц. Но рядом с этим ростом возникла и волна тревоги. Полицейский Роберт Томпсон предупредил Фрэнка о возможных проблемах с законом из-за укусов Шэдоу, напомнив, что безопасность и ответственность порой пересекаются на тонкой грани между защитой и риском. Фрэнк ответил ему взглядом и тихим обещанием. Они найдут путь, который учтет прошлое пса и не ставит под удар их будущую жизнь. Фрэнк заметил на полу тень металлического жетона, который лежал в кармане Шэдоу. Надпись «Лейтенант М.М. Бен», словно крик из прошлого, указывающий на то, что Шэдоу был не просто собакой из приюта, а военным псом, который служил не за еду или похвалу, а за доверие и команду. Этот жетон стал окном в прошлое, напоминанием о боли и испытаниях, через которые пес прошел ради людей. Фрэнк осознал еще одно. Шэдоу пережил невосполнимые страдания, и каждый шрам на его теле не порок, а буква в великой истории выживания. Недостающая часть его жизни, которую он надеялся заполнить любовью и заботой, стала ясной. Шэдоу заслуживает шанс увидеть мир не как место боли, а как место второго шанса. На одной из прогулок Фрэнк встретил мальчика Лукаса Беннета, сына соседа по квартире, который рассказал, что его отец тренировала Шэдоу и что собака когда-то служила в армии вместе с его отцом. Майкл Беннет, бывший сослуживец Фрэнка, к этому моменту подошел к ним, намереваясь забрать Шэдоу. Но Фрэнк твердо принял решение не отдавать. Не потому, что пес был редким товаром, а потому, что он чувствовал в нем нечто большее, чем просто собаку. Этот миг стал началом новой дружбы. Лукасу было важно почувствовать, что в мире еще есть люди, которые ценят преданность, терпение и сострадание,
А Фрэнк увидел в мальчике не только будущего друга, но и будущего свидетеля того, как второй шанс меняет жизни. Беннет попытался взломать калитку, чтобы вернуть Шэдоу себе, но пес, ставший частью жизни Фрэнка, встал на защиту хозяина. Он рычал, стоял крепко, блокируя путь и демонстрируя, что доверенный человек для него не джентльмен удачи, а человек, за которого он готов отдать часть своей силы. Беннет признался, что Шэдоу якобы убил его брата в Афганистане. Простая фраза, которая могла бы обернуться яростью для любого, кто стоит перед таким обвинением. Но Фрэнк видел не столько зверя под личиной солдата, сколько человека, чьи раны и чьи решения привели к трагедии. Он понял, что не стоит судить собаку по чужим поступкам людей, и что ответ ключа к исцелению – это любовь и ответственность, а не карма и месть. Их столкновение стало точкой решения. Шэдоу не оружие, а свидетель боли и пути к возмездию. Томпсон предложил создать программу реабилитации для военных собак, и Фрэнк принял роль лица программы вместе с Шэдоу. Они стали символами надежды и примерами того, как второй шанс может стать мостом между ветеранской травмой и детской улыбкой. Они посещали приюты, школы и ветеранские центры, неся в себе историю, которая учит детей тому, что даже там, где кажется безнадежностью, можно найти свет. Шэдоу стал символом возрождения и возможности для каждого увидеть в своей боли не конец, а точку старта. Их совместные визиты приносили детским лицам нежность и понимание, напоминание о том, что доброта может лечить травмы сильнее боли. Дом Фрэнка загорелся неожиданно и жестоко, и он искал способ спасти соседку Мэй, рискуя своей безопасностью. Пламя тянуло за собой воздух и силы, но он продолжал бороться. Не ради риска, а ради человека и своего друга. Пожар едва не обрывал их историю, но Фрэнк верил, что их второй шанс не умрет в огне, если они держатся вместе и верят в себя. Шэдоу, спрятавшись от пламени, показал не просто смелость, а готовность рисковать ради тех, кого он любит. Он держал Фрэнка в поле зрения, показывая ему, что они единственные в этой битве и должны идти до конца. Вскоре случилось невероятное. Шэдоу прыгнул в огонь, чтобы спасти Мэй, и в этот момент Фрэнк услышал кашель пса, знак того, что он еще жив. Пожарные вытащили их обоих, и толпа аплодировала Мэ. Не за подвиг одной собаки, а за союз человека и животного, за доказательство, что любовь может пересечь любой порог и превратить страх в силу. Этот момент стал кульминацией их совместной истории. Не просто история спасения, а история доверия, взаимной поддержки и непоколебимой веры в то, что второй шанс существует именно для тех, кто готов сделать его реальностью. Дом Фрэнка частично выгорел, но выдержал. Соседи приняли участие в восстановлении, крыша починилась благодаря помощи, волонтеры принесли еду и одежду, чтобы они не чувствовали голода и холода. Шэдоу лежал под наблюдением ветеринара, и ожоги на лапах и дыхательных путях требовали бережного ухода и длительного лечения. Фрэнк ощущал, что мир вокруг него снова оживает, а Шэдоу становится надежной опорой не только для себя, но и для людей, которые поддерживали их в этот трудный период. Восстановление было долгим, но они двигались вперед шаг за шагом, не спеша и не сдаваясь. Город узнал об их подвиге. Местная газета опубликовала статью, журналисты брали интервью, дети писали письма благодарности и поддержали их словами ободрения. Фрэнк и Шэдоу стали частыми гостями приютов, школ и ветеранских центров.
Они делились опытом, учили детей тому, что второй шанс не продается за страх и сомнения, а дарится тем, кто верит и действует. Город начал видеть не только историю Песа, но и историю человека, который нашел в нем источник надежды и силы для себя и окружающих. На городском фестивале героев Фрэнку вручили медаль за отвагу и доблесть, но он вежливо снял внимание с себя и повесил награду на ошейник Шэдоу. Для него герой не тот, кто держит в руках ордена, а тот, кто несет свет в сердце другого. Майкл Беннет признал, что Шэдоу – солдат, а не зверь. И это признание стало для Фрэнка и Шэдоу новым началом, упрочившим их связь и расширившим рамки того, что значит быть другом и защитником. Their shared resilience earned them a place in the community as living proof that compassion can redefine even the hardest past. Дом отстроен, и сад зацветает снова после тяжелых испытаний. Фрэнк и Шэдоу начали каждое утро с прогулки и чашки кофе, а Лукац, сын Беннета, стал проводить время с Шэдоу и приносить в их дом детскую радость. Это было больше, чем простое возвращение к норме. Это новый маршрут, по которому они шли вместе, учились доверять и дарили друг другу тепло, которое может зажечь даже самое холодное сердце. Их утро стало ритуалом дружбы и взаимной поддержки, где каждый звук, от шепота ветра до стука ложек по чашкам, звучал как музыка нового начала. Фрэнк повесил старый жетон на ошейник Шэдоу, словно напоминание о сломанных душах, которые могут стать светом для других. Он сказал Шэдоу, что тот заслужил второй шанс, и этот шанс стал не только для него, но и для него самого. Шанс прожить жизнь по-другому, наполненную доверием, терпением и добротой. Шэдоу поднял глаза, в которых отражалось солнце, и для обоих стало ясно. Судьба дала им не просто путь, а возможность идти вперед, шаг за шагом, не боясь прошлого, потому что оно уже не определяет их настоящее. Человек и пес – два выживших, которые нашли друг друга не случайно. Они сидели молча, спокойно, как будто весь мир перестал спешить вокруг них. Они знали, что путь впереди непростой. Нужно восстанавливать дом и поддерживать друзей. Продолжать учиться жить вместе, но уже с новым смыслом. Они нашли то, что многие ищут всю жизнь. Дом – не только крыша над головой, а место, где сердце бьется в такт другому сердцу. Их история – это не сказка о чуде, а история о втором шансе, который можно выбрать и сделать реальностью, если рядом есть человек, готовый протянуть руку и поверить в добро. Фрэнк смотрел на Шэдоу и знал без сомнения. Они не просто выжили, они нашли дом, а дом стал светом, который будет освещать их путь вперед.